Холодный осенний дождь медленно стекал по улицам Сиэтла. Грейс шла, прижимая к себе сына Лиэма, укутанного в потертое одеяло. Он спал, тихо посапывая, а ее руки дрожали не только от холода, но и от усталости. В сумке пара пустых бутылок, старая игрушка и кошелек с последними мелкими монетами. Грейс направлялась в супермаркет, надеясь, что хватит хотя бы на подгузники и немного детской каши. Несколько дней назад закончилась последняя еда, а сын заболел, и все, что она заработала уборкой в кафе, ушло на лекарства. Внутри магазина пахло кофе и свежим хлебом. Этот запах больно напомнил о голоде. Она выбрала самую дешевую пачку подгузников и баночку овсянки, стараясь не смотреть на полки с выпечкой. Когда подошла к кассе, оказалось, что монет не хватает, всего каких-то 40 центов. Кассирша равнодушно предложила убрать кашу. За спиной кто-то раздраженно вздохнул. Грейс почувствовала, как вспыхнули щеки. И вдруг рядом послышался спокойный голос. «Оставьте все, я заплачу». Перед ней стоял высокий мужчина в сером пальто, Майкл. Он оплатил покупки, просто кивнув, без тени жалости. Грейс поблагодарила, едва сдерживая слезы. Он лишь сказал, иногда нужно позволить другим помочь. Прохладный воздух на улице уже не казался таким жестоким. Грейс шла по мокрому тротуару и думала, может, мир все-таки не совсем равнодушен. Через пару дней Майкл нашел ее, не случайно. Он рассказал, что руководит благотворительной программой, помогающей матерям в трудной ситуации, и предложил работу в своем офисе, прием заказов, частично на дому. Грейс долго сомневалась, но все же согласилась. Работа оказалась несложной, и с каждым днем в ее голосе становилось больше уверенности. Майкл иногда заходил, спрашивал, как она справляется. Его спокойствие действовало как лекарство. Прошел месяц. У Грейс появилась стабильная зарплата и небольшая квартира рядом с детским садом, куда теперь ходил Лиэм. Когда Майкл впервые пришел туда, мальчик, увидев его, радостно крикнул: «Дядя Майк, ты как папа?» Майкл только улыбнулся. В тот вечер они втроем ели ужин за маленьким столом, и Грейс впервые за долгое время чувствовала не тревогу, а тихое счастье. Она знала, тот день у кассы был началом новой жизни. Иногда одно доброе сердце способно изменить все. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.